Всем здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать свою историю зрения и как я его проверяла, и какие могут быть подводные камни в этом деле. Началось все с того, что где-то в 17 лет я заметила, что один мой глаз видит хуже в темноте. Ну как, не один глаз, а оба начали хуже видеть. И я почитала в интернете, что это может быть куриная слепота. А потом в 19 лет я заметила, что у меня один глаз стал правый хуже видеть. И тогда я пошла проверить в обычный офтальмологический кабинет. Там мне проводили разные тесты с изучением глазного дна, четкости зрения, зрения в темноте, зрения при свете, в общем, другие разные манипуляции. Но все это было мануально, не было никакого компьютера, никакого аппарата современного, чтобы лучше это проверить. В общем, сказали мне пить витамины, капать капли, делать гимнастику для глаз. И спросили, кем я работаю. Я тогда делала очень усиленно изделия ручной работы. Вот, и мне врач говорит: понятно, ты все время вблизи смотришь, поэтому у тебя развилось так. Почему развилось на одном глазу, а на втором нет, это уже никто мне не объяснял. И, собственно, я подумала, ничего страшного, как-то эта ситуация сама собой пройдет. И еще на несколько лет отложила эту проблему в долгий ящик. А после того, как я уже заметно стала хуже видеть, я стала видеть вот примерно вот так вот правым глазом, то есть это чуть больше, чуть дальше, чем локоть. И тогда уже у меня началась тревога, потому что зрение ухудшается, и опять только один глаз. Поэтому я пошла в клинику Новый Зир. Это была самая крутая клиника в моем городе Днепре, в Украине. И первым делом там была запись на время. И когда я пришла на это время, там было еще передо мной 3 человека, которых я должна была ждать. То есть тебе говорят, приходи на 12, а по факту ты где-то в час дня только зайдешь к врачу. Далее там тебя проверяют разные врачи на разных аппаратах. Аппаратов было много, они все были такие себе, скажем, не первой свежести, потому что где там аппарат вот так вот круг какой-то делает, то есть его тебе подставляют, потом его убирают, он ужасно скрипел, мне извинялись за это, ну, в общем, клиника, которая лучшая считается в Украине и которая лучшая тоже в Днепре, не впечатлила. Ну, в общем, ладно. Когда мне провели тест, закапали капли на расширение зрачка, чтобы они могли просветить это все дело и посмотреть, нет ли там каких-то отклонений, роговицу посмотреть, в общем, хрусталик, что-то там еще в глазу. Мне закапали эти капли, потом был тест на слезоточивость, положили такие бумажечки, и ты с ними сидишь, и у тебя они собирают слезы, и потом ты как бы смотришь, насколько у тебя сухие глаза, то есть достаточно они собрали слез или нет. После всего анализа мне выдали мои тесты, распечатанные на бумаге, сказали, что у меня миопия, близорукость на одном глазу, и сразу посоветовали сделать коррекцию зрения. Когда я подошла на ресепшн, мне предложили скидку в определенные сроки, то есть если за 2 недели я себе не приобрету эту скидку, то все, она потом пропадает, лазерная коррекция у них уже будет стоить намного дороже. То есть врач мне ничего не рассказал вообще, что с моим зрением, почему, как это случилось, что с этим делать, а сразу так, иди на лазерную коррекцию, вот тебе скидончик, вот тебе 3 недели, 2 недели, чтобы, я уже не помню точно, чтобы выполнить процедуру, купить ее, и все на этом, до свидания. Также меня записали сразу на следующий день на подбор линз и очков. И никто не сказал мне, что вот эти капли, которые расширяют зрачок, на зеленых глазах и светлых глазах не проходят за день. То есть эффект может сохраняться до 3 дней, а бывает даже до недели.
И когда я приехала, это была зима, гололед, в общем, через полгорода я ехала, добиралась туда, еще пешком шла. Мне врач, который должен был проверить зрение и выписать контактные линзы либо очки, он говорит: я не буду вас принимать, потому что у вас не до конца еще закрылся, ну, в общем, расширенный глаз не до конца сузился в норму, которую он должен быть. И я такая в шоке, потому что приехала зря, время потратила зря, такая погода ужасная. Вот. И очень странно, опять-таки, что в такой хорошей клинике меня никто не предупредил, что на зеленых светлых глазах, голубых там, нельзя на следующий день подбирать линзы. В общем, с этой клиникой у меня сложились не очень хорошие впечатления, опыт. И так как они очень настоятельно склоняли тебя к тому, чтобы ты делал коррекцию как можно быстрее, тоже не внушало доверия. Поэтому я решила еще попробовать другую клинику. Называлась она Визю, если не ошибаюсь. И когда я туда пришла, меня четко приняли по записи, мне провели тесты, в принципе, почти одинаковые, как и в той клинике. Вот. Но одно отличие было очень существенно, то, что когда врач проверял мне все мои показатели, она спрашивала, чем я занимаюсь, когда я почувствовала, что у меня пропадает зрение, когда я заметила, что расстояние, которое я видела, ухудшается, а потом какой мой образ жизни, как я там сплю, как я ем, получаю ли я достаточно витамин, занимаюсь ли я спортом. Еще она попросила сделать дополнительные анализы, изучить шейный отдел и мои капилляры, назовем их так, да, капилляры. В общем, как у меня кровь циркулирует в мозг. То есть нет ли у меня какой-то проблемы с тем, что сосуды не получают должного питания, кислорода, и из-за этого у меня идет ухудшение на глаз. Так что я пошла, сделала этот анализ, и уже после него должна была делать остальные выводы. Также гимнастика для глаз, которую прописывает большинство врачей, она неэффективна в моем случае. Почему? Потому что если у вас уже развита миопия, это означает то, что глазное яблоко выросло, удлинилось, и теперь свет, он не доходит как нужно. Если раньше вот глаз, вот свет, и он четко идет вот в точку, да, то теперь у меня свет где-то туда идет. Из-за этого у меня хорошее зрение вблизи, но плохое зрение вдали. Упражнения какие-либо не помогут в этом случае, потому что не в мышцах дело, не в напряжении глаз дело. Этот врач сразу объяснил мне все, что может быть и чего не может быть. Я уже точно сейчас не припомню все эти нюансы, потому что было очень интересно. На меня выделили полчаса только рассказать все о проблеме. И самое главное, то, что мне сказали, нельзя делать ни в коем случае сейчас лазерную коррекцию зрения. Почему? Потому что надо полгода понаблюдаться и посмотреть, идет ли прогрессия или нет на глаз, то есть ухудшается ли дальше зрение, или оно остается в таких же показателях, которые мы сделали на тестах. Вот, ну и через полгода я проверила, и у меня оно не ухудшается, но я сейчас в Польше, поэтому не буду никакой коррекции делать. Сделала себе запрос на линзы, пошла к офтальмологу, вот мне подобрали линзы, и потом будут видео, как я их вставляю. И это ужас, это далеко от реальности, той, которую показывают в интернете, что налепил линзочку, поставил, и все, там 2 минуты максимум дела, и все готово. На самом деле я потратила в первый раз около 15 минут, без шуток, чтобы вставить эти линзы, и потом еще где-то 10, чтобы их снять. Так что, если у вас одна клиника говорит, что у вас такие результаты, и вам срочно надо делать коррекцию, либо какие-то другие хирургические вмешательства, пожалуйста, не доверяйте только одной клинике. Лучше провериться еще в одной и еще в одной, если вторая клиника тоже вас не зарекомендовала, как сказать, если вторая клиника тоже у вас вызвала какие-то подозрения, потому что все-таки это очень важный орган нашего тела, и с ним шутить нельзя.
Если вы сделаете лазерную коррекцию, но у вас до сих пор падает зрение, то даже после лазера оно может у вас ухудшиться. И из-за этого потом не все лазеры дают возможность скорректировать, сделать докоррекцию. Поэтому надо быть очень аккуратным с этим всем. Все, спасибо за внимание. Сейчас я вам покажу, какие у меня были анализы, как это все выглядит. В общем, все мои бумажки с одной клиники, со второй, чтобы вы понимали, что к чему, как примерно, в общем, разбираться в этих всех делах. Вот, и все, спасибо вам за внимание. Надеюсь, это было полезным и убережет вас от ошибок и поможет вам в дальнейшем заботиться о себе. Вот здесь у меня диагностика сосудов, моего зрения, все бумаги, которые мне выдали в клинику. Вот так выглядит скан моего глазного яблока. Вы можете себе это все поставить на паузу и прочитать, рассмотреть, ознакомиться поближе. А вот это мой рецепт на очки. Вот сейчас покажу вам линзы, которые я выбрала со своим офтальмологом. Это линзы от марки Biofinity. Они сделаны из силикона гидрогеля, имеют очень высокий коэффициент пропускания кислорода, 48%. Кислород помогает нашим глазам чувствовать себя комфортно, не пересыхать, всегда быть увлажненными. Также это хорошо для тех, кто работает за компьютером, кто долго не моргает, то есть у вас глаза вообще не будут чувствовать контактные линзы. Линзочки вот в таких упаковках, в пачке обычно идет 3 штуки. Они мягкие, они пластичные, единственный минус — из-за своей мягкости их очень легко порвать ногтями. Также я взяла вот такой вот раствор для линз. Все в одном. Дезинфекция и, в общем, увлажнение. Что там еще должно быть для линз, не знаю. Но его можно капать и в глаза, даже если у вас, допустим, пересохли вместо капель. Очень тоже нравится мне эта фирма. Выгодная. Объемов 360 мл хватает где-то на 4 месяца. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, вам была полезна эта информация. И до новых видео. Пока-пока.